Приветствую вас на канале, меня зовут Александр. И сегодня распакую две посылки с товарами для моей кухни. Погнали! Так, начнем с этого. В этом тубусе находится пленка для столешницы моего обеденного стола. Ее еще рекламирует гибкое стекло. Приобрел на Алиэкспресс за $15 16 центов с бесплатной доставкой в Беларусь. И как я уже заметил, почтовый пакет с двух сторон поврежден, как бы вскрыт. Толщина пленки заявлена 1 мм. Она наносится на столешницу практически как защитная пленка на дисплей смартфона. У меня столешница у обеденного стола стеклянная. Она имеет еще два крыла, что увеличивает ее размеры, но я редко этим пользуюсь, поэтому пленку заказывал на основную часть размерами 110 на 74 сантиметра. Она красивая, на ней нанесен еще узор, но не практичная. При установке на нее различной посуды раздается сильный стук. Так, вот так упаковано, вроде как ничего не повреждено, еще все в пленке. В принципе, за эти же деньги я мог бы приобрести подобную пленку и в своем городе. Но на Алиэкспресс я как бы покупаю бесплатно. Хоть и магазин предлагает широкий выбор размеров, и еще есть пленка с нанесенным на нее рисунком, у меня же просто прозрачная, но именно под свой размер я такой пленки не нашел, пришлось брать 80 на 120. Еще раз напомню, у меня 110 на 74, то есть придется еще обрезать с маленького края около 6 сантиметров и 10 сантиметров с большой стороны. Но давайте вскроем, здесь еще все в пленке. И еще обернуто такой вот подложечкой. И здесь немножко покоцалось, видно, удар пришелся. Придется поработать с феном, чтобы все это дело сгладить. Но реально стекло. Толщиной, как и заявлено, 1 мм. Так, пожалуй, перейдем уже на стол и подготовим стол, подготовим пленку и нанесем. Но это мы сделаем чуть позже, пока отложу ее в сторону и перейду к распаковке маленькой посылки. В ней я ожидаю увидеть 48 наклеек или стикеров на емкости с хранением чего-либо. Ну, конкретно я покупал на банки, для которой хранятся сыпучие продукты. И здесь должен быть еще в комплекте маркер белый. У продавца 9 слотов, которые отличаются количеством наклеек, их размерами, формой. Есть также цветные наклейки. Конкретно у меня черного цвета, на который наносится текст белым маркером. Наклейки небольшие, размером 50 на 35 миллиметров. У меня вот лот именно с наклейками разной конфигурации, то есть разный рисунок у них. Немножко помялись, но у меня, да, 6 листов и 6 листов одинаковых. На каждом листике по 8 наклеек, 8 стикеров. И здесь упакован маркер. Он еще запечатан в пленку. В нем что-то болтается. Заявлено, что чернила не смываются водой, и после сушки определенное время они уже не стираются. Но в принципе надписи рекомендуется наносить и обычными мелками, чтобы можно многократно было их использовать. Наклейки имеют клеевую основу, с обратной стороны они вот такие вот глянцевые, липкие. Согласно этой инструкции, здесь есть инструкция, даже проиллюстрировано все. Необходимо встряхнуть, потом нажать на пимпочку, этот кончик, перо само, и написать. Да, вот начал писать. Так, пока не засохло, удалю. Ну, не особо она смывается даже водой. Попробуем написать слово соль. Соль. Так, а здесь напишем сахар. В принципе, пишет как краской. Ну, пожалуй, все. Так, вот такие стикеры у меня получились. Соль, сахар, геркулес, мука, сода, крахмал. Пойду наклею и покажу, что получилось. Вот так. И теперь у меня, как видите, все однообразно. Мне нравится. The best. Но вернемся к пленке. В процессе ее поклейки я сначала нанес мыльный раствор на столешницу, на обратную сторону пленки. Уложил ее. Далее два края выставил по габаритам. С помощью подручных средств, но я в данном случае использовал уровень и небольшую дощечку. Я выгнал оттуда воду. Где-то примятые края я прогрел обычным феном для волос. Грел очень долго, потому что пленка прочная. И через некоторое время, когда пленка улежалась, я обрезал два оставшихся края.
Получились еще таких два обрезка, которые свернул в тубус. Пленка, да, достаточно прочная, толстая такая. Не зря ей даже некоторые стеклят оконные проемы. Пленка имеет защитно-декоративную функцию. Кроме того, что она заглушает удар при постановке на стеклянный стол различных предметов, это главное ее достоинство, она абсолютно не идеальна, у нее больше недостатков. Идеально уложить пленку на столешницу не удастся. Это не экран смартфона, здесь площадь значительно больше, поэтому убрать все соринки и пылинки невозможно. А они и любые неровности столешницы будут формировать воздушные пузыри. И особенно на углах и краях. А при протирании салфеткой пленка цепляется за нее и легко отрывается от столешницы. Пленка из ПВХ, поэтому ее легко можно поцарапать любым абразивным материалом, даже жесткой поверхностью губки для мытья посуды. Пленка деформируется от термического воздействия при установке на нее посуды с горячими блюдами и напитками. Неудобно и то, что наполненный бокал с широким основанием, выполненным в форме присоски, прилипает к ПВХ поверхности и опасно рывком отрывается от нее. Приходится подкладывать салфетки или подстаканник, но с другой стороны есть шанс, что бокал не опрокинет рука нетрезвой гости. Данная пленка подобна транспортировочной, которую необходимо удалить перед пользованием столом. Я считаю, что обычная тканевая скатерть будет лучшей альтернативой этому гибкому стеклу. Ну а что думаете вы, пишите в комментариях. Ставим лайки, подписываемся на канал и встретимся здесь же. Пока, до встречи на канале.